Ну вот да, после экзерсисов в области прогрока я вот начал от сложного к простому. И потом году в 2006, наверное, я услышал такую группу, как Godspeed You Black Emperor. И здесь все с точностью повторилось, как вот с Мариллионом. То есть monkey see, monkey do. Увидел и решил, что я тоже так могу, и я тоже так хочу. И опять-таки та же самая ситуация. Сперва Храбак шел исключительно в стол. Никто никогда бы не захотел со мной такое играть в Луганской области, откуда я родом. И не для кого было бы такое играть. И, в принципе, вот этот пост-рок второй волны тогда в Украине не был популярен. Первая волна до нас так и не дошла. Это группы вроде Ток-Ток, Bark Psychosis, Slint. Это банды, которые всему этому предшествовали. А вторая волна вот в лице Godspeed You Black Emperor, Mono, Mogwai, Explosions in the Sky, она вот до нас докатилась, ну, конечно, с гигантским опозданием. Ваш покорный к ее докачиванию руку в какой-то мере, естественно, приложил. В 2007 вышел первый храбатский релиз. Все записано дома, без живых барабанов, в компьютер, напихано, как-то сведено на коленке. Учитывая, что у меня одно ухо слышит лучше, чем другое, то это как-то тоже повлияло на сведение. Я вот просто зрительно наблюдал за этими волнами, которые я свожу, чтобы быть уверенным, что звук из двух колонок будет равный. И то, наверное, не факт. То есть, если вы послушаете старый Храбак, возможно, там одна колоночка погромче, потому что вот такие дела. И как в случае, например, с Арлекином, и как потом со Stone Jesus, был позитивный фидбэк, но, естественно, в онлайн, в интернете, потому что так мне некому было это показать, и не с кем было это играть. И я вот чувствовал себя как, не знаю, как женщина, которая ходит на 10-м месяце беременности, у которой это все продолжается, и она не знает, куда это все выплеснуть, как беременный кит. Вот. И поэтому, когда пришла пора Храбаку играть вживую, точнее, была необходимость все-таки играть вживую, как-то выплеснуть этот весь материал, потому что альбом вышел на лейбле Cardio Wave, который тогда еще не превратился в обслуживающую контору группы Fleur. И первые концерты Храбака были, собственно, на вотчине лейбла в Одессе. Я ехал через всю страну. За день до концерта репетировал там с местными музыкантами, отыгрывал концерт, еще один денек тусил, ехал обратно к себе в Свердловск, там, работать на своей работе или там учиться, не помню, чем я тогда конкретно занимался. И так было, наверное, концерта 3-4 сыграно в 2008, 3-4 в 2009, но я уже, во-первых, чувствовал, что это не тот путь, которым, в принципе, Храбак должен развиваться, потому что материал шел в одном направлении, концерты игрались в другом направлении, а тянуло меня вообще к третьей на тот момент уже музыке, из которой потом появился Stone Jesus. И поэтому на время Храбак был прикрыт, и весь фокус моего внимания перешел на Stone Jesus. Но в то же время из аутейков Храбака, да, как говорится, в биографии ВКонтактике, появилась Войда. Time has come, all is done.
this is how it ends. Don't tell me anything, don't try to leave the pain. Don't say that you'd like us to stay friends. No, we won't. Don't even try. Just let me go away. Let me be erased. All these words, all our games, all we used to share should be destroyed, terminated, just like we don't care. This is how it ends, never to return. Don't leave a single bridge unburned. It had so much, always does. Just let me fade away. Let me be erased. И Void сперва это были действительно какие-то идеи, вот именно голые такие, которые не дошли в Храбака. И опять-таки, учитывая, что тогда Храбака я уже видел как живую группу, играть это на концерте 20 минут я бы не стал. Поэтому это было отметено, перемещено в папочку с пометкой «Окей, но не в Храбака». И сам концепт Void, учитывая, что название происходит от английского слова void, и вот добавлена эта буква А, чтобы как-то его смягчить, придать ему какую-то феминность, чтобы вот более мягкий этот void был, более земной. Оно, я думаю, достаточно ясно отражает мое тогда душевное и психическое состояние. Тогда был какой-то такой ранний кризис среднего возраста, не знаю, как это назвать, но, в общем, я тогда не совсем понимал, что с собой делать, и поэтому первый альбом Void, который я сейчас предпочитаю называть епишкой, потому что все-таки это 3 наброски, пускай они по 20 минут, и суммарно это звучание занимало там час, но это епишка, потому что это просто 3 идеи. И я списался тогда с чуваками из Solitude Production, это такой думовый московский лейбл, а они как раз открывали экспериментальный подлейбл под всякую пост-музыку, под дрон, под пост-метал, под пост-рок. И они тогда выпустили вот эту епишку Void очень с интересным оформлением. Там были какие-то внутри медальончики, календарики, я не помню, что это такое. Ну, у нас сейчас такое любит делать Robust Fellow тоже. Они как заморочатся с пэкэджем, там такие всегда диски и пластинки, что просто глаз радуется. И, собственно, в рамках Void потом я решил заниматься какими-то экспериментами, которые не идут в Храбака и в Джизуса. И как-то постепенно перешел к такой простой форме, как песни. Сначала это песни были на русском языке. Такой странный эксперимент, к которому я с тех пор не возвращался, потому что, ну, очень странно себя слышать поющего на русском. Я не могу писать на русском. І українською мовою теж не можу. Потому что, не знаю, потому что как-то на меня это все, с одной стороны, и давит все вот эти вот десятилетия англоязычных традиций в около рок-музыке,
И, с другой стороны, образование филологическое, оно как бы намекает, что, чувак, ты же можешь, так давай. И поэтому как-то было вполне логично переключиться на английский язык. И опять-таки, учитывая такую нестабильность в личной жизни, Войда стала таким очень глубоко личным проектом, который я, в принципе, особо даже и не светил, как-то выкладывал эти пишечки сезонные, Winter, Spring, Summer, в интернет, как-то особо их не пиарил, не знаю, как это назвать. И концерты, в принципе, Войда не играл аж до тех пор, пока не вышел, как я считаю сейчас, полноценный дебютный альбом Color Me Darkness, которому вот в октябре стукнуло 4 года. Ну, это в следующем году юбилей. Вот. И альбом получился, конечно, таким неровным и странным, но вот он как раз подходил под мое тогдашнее состояние, мне он очень нравился. И... Ну, некоторые песни там были довольно тяжелые в личностном плане. Я одну песню до сих пор оттуда ни разу не играл, потому что, ну она тяжелая. Такой интересный момент, когда ты песню сочиняешь вроде и записываешь, и думаешь, так классно, я вот такой крутой, я вот взял личную песню, всем вот сейчас покажу, а на самом деле это как выходить голышом перед публикой, это очень непросто. И поэтому некоторые песни Войды я не играл вообще, а такую песню, как Poison in the Well, сыграл, наверное, раза 3 или 4 за всю историю Войды как проекта, потому что она тяжелая зараза, и да. И вот, собственно, с тех пор Войда вот как-то так была таким вот бисайдом, таким самым маленьким ребеночком в семье, рядом с Джизусом и Храбаком. И я понимаю, что это... Сейчас, конечно, понимаю, что это было неправильно, и окончательно я это осознал чуть больше года назад, потому что вместо того, чтобы заниматься проектом в полную силу, Войда всегда была чем-то вроде... Мы едем с Джизусом куда-то по Украине. А, у вас нет разогревающей группы? Дайте мне акустику, я вам сыграю Войду. Это неправильно. Это неправильно, и это нечестно. И это нивелирует, как и ценность самого проекта. И это, на самом деле, немножко говорит обо мне как о музыканте, потому что, чувак, серьезно, дайте мне гитару, я сыграю Войду. То есть, может, еще на свадьбах Войду попоешь? То есть, это было неправильно. И вот прошлым летом встал такой вопрос, что или достойно уйти, или продолжать вот ковыряться в носу и заниматься черти чем. Но при этом я очень не хотел, чтобы Войда уходила, она так стала серьезной частью меня на тот момент, как бы клишированно это не звучало. И поэтому официально Войда взяла перерыв. Вот с декабря прошлого года, как раз почти год, 6 декабря, я сыграл последний концерт Войды с живым составом. Мне помогли Артур из группы Black Balloon на басу и Дима Машкин, мой давний друг и коллаборатор, и вообще душевнейший человек на барабанах. Он играет в группе Степана Медуза и когда-то фронтменил на тот момент лучшую постпанк-группу Украины Seahorse. Вот. И вот мы сыграли последний концерт, и с тех пор Войда залегла на дно. И вот сегодня я вам сыграл Erased с альбома Color Me Darkness как раз. И это, по-моему, первый раз, когда я вообще пою войдовскую песню более чем за год. Потому что за это время я даже от акустической гитары избавился. То есть я ее дал другу поиграть, пусть учится. Я не могу сказать, что меня не тянет. Возникают какие-то идеи, которые не подойдут ни в Джизус, ни в Храбак, которые уже вот такие строго войдовские. То есть ты просыпаешься, а у тебя в голове играет песня, уже с аранжировкой, уже готовая. И ты понимаешь, что вот она должна идти в Войду. Ну, ты сначала садишься и проверяешь в интернете, может, это чья-то песня. Приятно, что условия, тем не менее, потихоньку появляются. Появился такой прекрасный чувак, как Саша Буль, который был у вас уже в гостях. Костя из «Пятого вымера» тоже занимается таким неблагодарным делом, как сингер-сонграйтерство на английском языке. Нет такой ниши просто, потому что, в принципе, традиции такой штуки, они корнями уходят даже не в английскую музыку, а вот более в американскую. Это вот все тамошние чуваки. Но на самом деле очень серьезная там сцена, и она, творчество этих людей находит отклик в сердцах
других людей, которые живут за океаном, вообще в других странах. А у нас как-то так получается, что эта музыка изначально считается хипстерской, а у нас хипстеры слушают черти что. Вот, поэтому, наверное, на данный момент касательно Войда я вот буду сидеть на попе ровно, ждать, пока такие чуваки, как Саша Були, вот Костя из «Пятого вымера», сделают всю работу за меня, расширят эту сингер-сонграйтерскую нишу. И, возможно, тогда Войда триумфально вернется, но это опять-таки, как в случае с Арлекином, помимо желания должны быть возможности. Должен быть состав, должна быть сцена, должно быть, самое главное, наверное, время. Чтобы вот было время этим заниматься, чтобы Stone Jesus стал более-менее на какие-то инерционные такие рельсы, когда он не будет от меня требовать постоянного присутствия онлайн для того, чтобы переписываться с букерами или там... Ну, в общем, когда это будет более-менее не настолько хаотично, как сейчас.